Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы рассмотрим вторую версию цветного прикроватного светильника Midea Bedside 2. Вторую, если первая считать именно Wi-Fi версию. Но если совсем точно, то и до нее существовал такой же светильник, который был оборудован только Bluetooth интерфейсом. Итак, перейдем к параметрам устройства. Тип этого светильника – прикроватный ночник, хотя его яркость, наверное, позволит его использовать даже для чтения книг. Производится он под брендом Midea, хотя реальный производитель E-Light. Параметры освещения: в режиме белого цвета диапазон цветовых температур от 1700 до 6500 градусов Кельвина и цветной режим. Максимальный световой поток 400 люмен, максимальный коэффициент цветопередачи равен 80. Входное напряжение от 100 до 240 вольт, входное напряжение питания 12 вольт 1 ампер. Максимальная мощность светодиодов до 9 Вт, 7,2 Вт белые светодиоды и 1,8 Вт цветные светодиоды. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth 4.2 с поддержкой BLE. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия. Поддержка приложений Android 4.4 и выше, iOS от 9 версии и выше. И размер 140 мм в диаметре и 200 мм в высоту. Поставляется лампа в белой экосистемной коробке с указанием логотипа Mi и Midea сверху и Apple HomeKit внизу. Про E-Light тут ни слова, хотя реальный светильник делают они. Все надписи на коробке, за исключением единиц измерения, названия операционок и ссылки на сайт, на китайском языке. Это продукт для внутреннего рынка, как и большая часть устройства экосистемы, поэтому в приложении Mi Home нужно устанавливать локализацию материковый Китай. Основной объем коробки занимает светильник, который по сравнению с предыдущими версиями убавил в высоте, зато серьезно добавил в диаметре. Кроме него внутри имеется еще плоская квадратная коробка с блоком питания и инструкция на китайском языке. Блок питания совершенно аналогичен тому, что идет в комплекте с первой Wi-Fi версией ночника. Довольно массивный белый пластиковый кирпичик с плоской американской вилкой. Лично мне нравится, когда такие блоки питания имеют к розетке отдельный кабель и не сразу вставляются в нее. Параметры блока питания также остались неизменными. Входное напряжение от 100 до 240 вольт и выходное напряжение 12 вольт, мощность до 12 Вт. Сравнительно с более стройными цилиндрами прикроватников от Philips и первой версии Midea, новинка имеет более бочкообразную форму. При этом она имеет самую большую площадь активной поверхности, ту, которая испускает свет. Кроме этого, управление перекочевало с верхнего торца на фронтальную поверхность. Верхняя часть новинки совершенно гладкая. По опыту эксплуатации скажу, что это хорошая идея, так как на светильник удобно что-нибудь сверху поставить, например, IP-камеру. Разъем питания находится в нижней части светильника, на противоположной от размещения органов управления стороне. Светильник стоит устойчиво благодаря 3 резиновым ножкам, которые образуют почти правильный круг. Между ними продублированы параметры и находится QR-код с ссылкой на скачивание приложения управления. В качестве основного приложения управления здесь используется Mi Home. После включения светильника первый раз он создает свою Wi-Fi сеть. Ее-то и обнаруживает Mi Home, по названию определяя тип устройства и предлагает его подключить. Далее, в процессе работы мастера подключения, смартфон подключается напрямую к светильнику и передает ему параметры подключения к домашней Wi-Fi сети. После этого светильник перегружается уже с новыми параметрами. Может случиться так, что мастер подключения не дождется момента, когда светильник перезагрузится, и напишет о том, что подключение прервалось, так бывает. Повторно подключать не надо. Новое устройство вскоре найдется в локации Default Room или в случае с лампой в группе устройств Lighting. Первое включение проверяет и в случае необходимости обновляет прошивку. Главные экраны приложения аналогичны существующим светильникам от E-Light, находящимся в экосистеме. Управление освещением в режиме белого освещения, вверх-вниз яркость в процентах, цветовая температура вправо-влево от 1700 до 6500 градусов Кельвина. В выключенном состоянии экран отображает звездное ночное небо, а в цветном режиме свайпом по горизонтали регулируется цвет, яркость вверх-вниз аналогично белому режиму. Режим Flow – цветовой поток. Вместо выбора 4 сменяющих друг друга цветов, как в светильниках старой версии, на этом экране имеется карта оттенков, в каких будет происходить смена. Такое я встречал, например, в плагине к второй версии светодиодной ленты.
Имеется возможность и вручную назначить цвета. Яркость регулируется вертикальным свайпом, скорость смены цветов горизонтальным. Меню «Избранное» содержит 11 предустановленных режимов, включая излюбленные многими схемы рассвета и заката. В отличие от прикроватного светильника первой версии, тут добавлен режим чтения. Яркости второй версии светильника для этого вполне хватает. Основное меню состоит из привычных для таких светильников пунктов: настройки светильника, расписание включения, автоматизации, общий доступ к устройству, основные параметры и помощь. Вопреки моим ожиданиям, ведь в параметрах указан Bluetooth 4.2 BLE, функции Bluetooth шлюза тут нет. Думаю, что это скоро решится при очередном обновлении. Меню расписаний позволяет запланировать время включения и выключения лампы. В меню настройки устройства имеется возможность настроить таймер автоматического отключения, по умолчанию 15 минут. Время работы в режиме ночника, с возможностью выключения через заданный интервал, хорошо подойдет для детских комнат. Опцию отключения подсветки панели управления на светильнике и избранные цвета. Избранные цвета, которые переключаются верхней кнопкой на панели управления лампы, могут содержать от 2 до 4 предустановленных вариантов белого цвета с разной цветовой температурой и от 2 до 7 вариантов цветной подсветки. Как они переключаются, будет немножко дальше. В автоматизациях устройство может работать только как действие сценария и предоставляет 17 вариантов реакции на условия, от включения до выключения до смены цветовой температуры, цвета, яркости, включения на заданный интервал времени, работа в режиме ночной подсветки и так далее. При этом плавной регулировки, например, для условия вращения куба, нет. Если вы используете один и тот же аккаунт и локацию для приложений Mi Home и Light, то светильник отобразится в последнем автоматически. Функционал тут, несмотря на внешние отличия, такой же, как в Mi Home. Плавная настройка цветовой температуры и яркости в режиме белого освещения, выбор произвольного цвета в цветном режиме. Цветовой поток имеет настраиваемую скорость и возможность 4 сменяемых друг друга цветов. Имеется аналогичный набор предустановленных сцен в меню «Избранное». В верхнем меню настроек ничего примечательного не нашлось. А вот в нижнем меню имеется очень важная для меня настройка. Это режим управления по локальной сети. Такое имеется только у светильников V-Light. Его наличие и работа в этом приложении недвусмысленно говорят о том, кто является производителем устройства. Этот режим, напомню, нужен для работы с альтернативными системами. Управление светильником, на мой взгляд, стало намного удобнее. Панель управления имеет собственную подсветку, которая может отключаться в меню плагина. Нижняя кнопка отвечает за включение и выключение светильника по короткому нажатию. По длинному включается таймер обратного отсчета, который тоже настраивается в плагине. Яркость регулируется сенсорным вертикальным ползунком, причем столбик подсветки соответствует установленному уровню яркости. Клик на верхней кнопке переключает избранные режимы света, которые настраиваются в плагине. Удержание переключает избранное между белым и цветным режимами. По сравнению со светильником первой версии, новинка явно ярче. Это заметно во всех режимах работы, как и в белом свечении, так и в различных режимах цветного света. При помощи доступных мне методов, визуально, на камеру, карандашом и так далее, никаких признаков мерцания обнаружено не было. С интеграцией в альтернативные системы управления при активации режима управления по локальной сети абсолютно никаких проблем нет. При включенном обнаружении светильник автоматически появляется в системе, хотя лично я предпочитаю прописывать их вручную. Светильник поддерживает 63 функции управления в системе Home Assistant. После включения светильника появляется возможность регулировать яркость, цветовую температуру, переключать его в цветной режим. Кроме этого, доступен весь набор стандартных световых эффектов, которых значительно больше, чем в стандартном приложении.
Перейдем к выводам. Новый светильник получился ярче, больше, интереснее, с более удобным управлением. Оно мне нравится значительно больше, чем сенсорная крышка с кнопкой у первой версии светильника. Нет абсолютно никаких проблем с интеграцией в альтернативные системы управления. В качестве минуса я бы выделил отсутствие Bluetooth шлюза в текущей версии прошивки. Однако, как показывает практика, такую функцию очень быстро добавляют. Будем надеяться, что тут она появится также быстро. Если вы хотели приобрести себе прикроватный светильник, яркий, красивый, с возможностью интеграции в умный дом, но не успели еще этого сделать, то сейчас самое время. Он лишен в принципе основных недостатков первой версии. Особенных недостатков в нем я не вижу, а когда появится BLE шлюз, это будет идеальный помощник как для света, так и для работы с различными Bluetooth датчиками, которых в экосистеме умного дома Xiaomi становится все больше и больше. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интересней.